Всех приветствую! Сегодня я продолжу добычу электричества из Ханкая. В прошлой части я добился некоторых результатов, но они были откровенно слабенькие. Сегодня я должен разобраться, почему. И хотелось бы увидеть там что-то около 50 хотя бы ватт. Для начала я решил проверить теорию, что может быть что-то с регулятором не так. И купил в магазине самый дешевый китайский обычный шунтирующий регулятор. Обошелся он мне где-то в 400 рублей, там 400 с копейками, по-моему. Новый регулятор никаких изменений не дал. Все те же 2 там с чем-то ампера. То есть из этого я делаю вывод, что с тем регулятором, не шунтирующим, все было хорошо в принципе. Потом я подумал, может быть что-то с катушкой, и было мнение, что слишком тонкий сердечник 11 мм, и намотал быстренько катушку, точно такую же, как и была, в 340 витков, но уже с сердечником 16 мм. Результат тоже нулевой. Эти 5 мм дополнительных сердечника вообще ничего не изменили. Все те же 2 там и 2 ампера. Потом я решил сделать просто эксперимент и быстренько намотал катушку аж на целых 700 витков. Правда, провод пришлось уже потоньше поставить. 0,63, если не ошибаюсь. У этой катушки, конечно, есть хороший прирост на низких оборотах, на холостых даже уже неплохо. Но на максимальных оборотах ток упал, считаю, в 2 раза. То есть тоже как-то не очень интересно, и катушка снимается. Только перед тем, как снимать, я, наверное, померю напряжение, вот именно прямо с самой катушки, потому что кто-то тоже мне говорил, надо его измерить, может оно низкое. Вот сейчас и посмотрим. Для этого я даже купил себе осциллограф. Ну, на самом деле не для этого, не чтобы напряжение на катушке мерить. Он мне чуть в будущем пригодится. Вроде как 220 вольт получилось, много на самом деле не ожидал, но это 700 витков, в моей второй катушке 340 витков, то есть напряжение где-то в 2 раза упадет, будет около 100 вольт, ну может там до 110 дойдет. Мне это на самом деле как-то не очень помогает в понятии, почему нету тока. Осталась последняя деталь, которую я не трогал, это маховик, вернее магниты на этом маховике. Еще очень странно, что на Ханкае они закрыты щитком как бы. Хотя на оригинальном Тахацу и на всех его клонах там как бы магниты открыты, их видно. По-моему, только на Ханкае такая история. Сейчас расковыряю и посмотрю, что там. Снял щиток и удивился. Магниты здесь стоят совсем небольшого размера. Я думаю, в половину от тех, которые стоят на Тахацу. Еще и отбалансирован как-то странно вот этой блямбой синей. Что-то надо с этим делать. Вот сейчас я подумаю хорошенько. В итоге я купил новый маховик от какого-то другого китайского двигателя. Не знаю, от чего он именно, но на первый взгляд магниты здесь полноценные стоят. И балансировка с сверлением выполнена. Хотя сам корпус маховика отлит похуже, чем у Ханкая.
Ради интереса осциллографом посмотрел, что на выходе регулятора. Лампочки, конечно, без разницы, но вот как к этому отнесется электроника какая-нибудь, я, конечно, не знаю. На малых оборотах и с малой нагрузкой картина еще хуже. По ходу видно, как регулятор именно шунтировать начинает катушку. Решил попробовать конденсатор поставить. Нашел у себя вот такой на 10 тысяч микрофарад, даже несколько. Но пока поставлю только один. Картину он очень хорошо, конечно, улучшил, но мне кажется, что надо другой конденсатор с побольшей емкостью поставить. Это я позже попробую. Теперь настало время все это закрепить под колпаком. Такой изготовил по-быстрому кронштейн небольшой. Вроде смотрится неплохо, но тут внизу бензопровод идет. Поэтому я думаю, большая глупость китайский регулятор в 3 сантиметрах от бензопровода крепить. Сейчас буду думать что-то другое. Места совсем нету со всех сторон. Тут бензопровод, там уже все занято с той стороны. Впереди бак, тут тоже не сюда же пихать. Поэтому решение сделать сверху. Это последнее свободное место осталось. Для этого уже нашел трубочку 6 миллиметров как раз. Стоечки будут. И вырезал кружок из алюминия. Я думаю, хороший радиатор получится, потому что регулятор-то этот, как практика показала, греется-то неплохо. Вот, он будет вот здесь на стоечках сверху стоять. Сейчас буду вот этим заниматься. Получилась вот такая конструкция. Крепеж весь нержавеющий. Алюминия много. Радиатор, я думаю, будет обалденный. Места тут тоже очень много свободного. Колпак уже одевал, все нормально. Ничего нигде не задевает. Теперь осталось сам регулятор приделать к этой площадке. Вот такой получился в общем результат. Все сделано на разъемчиках. Все будет легко сниматься, подсоединяться. Ну и добавил предохранитель. Предохранитель поставил на 5 ампер. Это так, на всякий случай. Жалко, что испытания получится полноценные провести только осенью. Потому что я хотел фару себе установить на лодку. Но у нас сейчас белые ночи и темно станет только к осени. Поэтому будет так только пока. Телефончики заряжать. Хочется очень сильно уже на воде попробовать этот двигатель. Потому что мне кажется, что новый маховик с большими магнитами повлияет как-то и на зажигание. Потому что у Ханкая проблема есть. Вот эти провалы при резком разгоне. Может быть, это все было из-за этого. Ну, хотя может быть и нет. Посмотрим. Пока тут все собирал, пришла мысль, как можно еще ток увеличить. Может быть, даже теоретически процентов на 30, но это не точно, надо проверять. Этим я займусь чуть попозже, это будет в следующей части. А пока хочу затестировать это все именно вот в таком виде, как сейчас. И на этом у меня сегодня все. Всем до скорого, всем пока.